В это трудно поверить, но на Земле есть место, где до сих пор не было найдено никаких признаков жизни. Абсолютная стерильность. Нет растений, нет животных, нет даже микробов. Там живут только люди. В самом сердце Антарктиды находится российская станция «Восток». Восток, ответьте мирному. Восток вызывает мирный. Ответьте мирному. Всем привет! Мы находимся с вами в самом центре Антарктиды, на Южном геомагнитном полюсе, который также является и полюсом холода нашей планеты. Потому что именно здесь был зафиксирован температурный рекорд в минус 89,2 градуса Цельсия. Сейчас погода гораздо теплее. У нас наступило полярное лето, где-то минус 60 градусов. Поэтому можно комфортно гулять и разговаривать. Из 5 российских станций лишь «Восток» расположен в глубине континента. От побережья туда около 1500 километров заснеженной пустыни. Даже для современного полярного самолета это 4,5 часа лета. Клим 899, «Восток». Ну что, видите нас? Да, наблюдаем. Смотришь вниз, и ничего живого нет, кроме гор, скал, льда, снега. И кроме коротковолновой станции с Новолазаревской работаешь, больше никто ничего. Одни в бескрайнем небе. Станцию «Восток» строили не один раз, но все дома неизменно уходили под снег. Из-за аномальной сухости воздуха осадков здесь не бывает. Если не считать за таковые, всего 2 сантиметра снега в год. Но метели сюда приходят постоянно. Ветер гонит снег по ледяной пустыне, и наша станция — единственная преграда на его пути. Сегодня все постройки накрыты огромным сугробом. Их связывает сложная система тоннелей. Внутри такого тоннеля всегда постоянная температура — минус 55. И когда снаружи минус 80, здесь можно даже греться. 12 месяцев изоляции. Жизнь глубоко под снегом. Маленький замкнутый мирок. Одни и те же лица каждый день. Ледяная пустыня на 1000 километров вокруг. Смех смехом, но так работать достаточно сложно, мягко говоря. То есть... Антарктида хоть и хранит в себе 90% всей пресной воды земного шара, на востоке ее нет. Приходится топить снег. В итоге получается дистиллированная вода. Она не содержит в себе ни 1 миллиграмма солей и минералов. Ей невозможно напиться. Трудно смыть мыло в бане. Из-под снега торчат только антенны. Реально люди работают в очень сложных условиях. Тут жизнь имеет вот именно ту специфику, что ты понимаешь, что сейчас все работает, пока все работает, то все хорошо, но в любую секунду может что-то случиться. Петербургские ученые придумали, как накормить северян свежими овощами и зеленью местного производства. Помидоры будут как на юге. В агрофизическом институте научились выращивать овощи не только без почв, но и без солнца. Да еще вкусные, как с бабушкиной грядки. Наша продукция, когда ее срежешь, идет запах огурца, идет запах томата, идет запах петрушки. Невозможно стоять, когда они здесь растут, или укропа, потому что кружится голова, и, в общем-то, хочется скорее их срезать и скушать. В отделе под руководством биолога ГНЭ Пановой совершен настоящий прорыв. Эти томаты в агрофизическом институте посадили 9 марта и скоро ждут урожая. Здесь разработали новую технологию выращивания растений. Фитотехкомплексы – это своего рода овощные фабрики, которые могут работать в любом месте круглый год. 12 часов в день здесь светит искусственное солнце. Бессубстратная технология позволяет минимизировать отходы. Хоть в подвале дадут плоды по вкусу не хуже, чем вырастают в открытом грунте в южных регионах.
Пальчики оближешь. На грани фантастики. Тени подчиняются научному прогрессу. Все листочки пахнут свежей весенней зеленью, как и должно быть. Это экологически чистый способ выращивания. Система, что называется, под ключ, сама регулирует уровень света, подачу раствора и справится с управлением под силу каждому. Зеленая мечта исследователей. Реализована технология, где нельзя никаких отходов выбрасывать в окружающую среду. Растение находится на ткани, инертном материале, на который нанесен природный источник микроэлементов. А ткань по фитилям подает корневым системам макроэлементы. В середине октября мобильные зеленые установки отправлены на станцию «Восток» в Антарктику. Отправляясь зимовать, полярники, подобно космонавтам, пишут завещание на случай смерти. Каждый из них знает, что уходит туда, откуда может уже не вернуться. Зимовать предстоит год. На Востоке 3/4 этого времени их ждет абсолютно полная изоляция. Никто не прилетит, никто не придет. Рассчитывать в случае беды можно только на себя. Люди отрезаны от мира, и все, и здесь никакие усилия ничто не поможет. Все. То есть это область, куда из 12 месяцев 9 месяцев просто никто не может добраться. На освоение новых планет. Вот это, наверное, именно такая же ассоциация здесь присутствует. Каждый год в Антарктиду отправляется судно с очередной сменой полярников и грузом для наших антарктических станций. Сегодня это академик Федоров, которого полярники нежно называют «красной морковкой». Академик Федоров выходит из Санкт-Петербурга, огибает Европу и по Атлантике пересекает экватор. И ложится на курс в зону айсбергов, к самому холодному и неизведанному континенту Земли. Там в декабре как раз начинается антарктическое лето. 4 километра льда под ногами, а подо льдом огромное озеро. Я вот вышел на улицу немножко поснимать, пока время, возможность есть. У нас такая метель поднялась, ну как поднялась, уже, наверное, 3-й день дует. Вроде должно было успокоиться, но успокоилось сейчас метров до 15. Так что вокруг видимость метров 150, не больше. При этом зачем-то наши мужики уехали на тягаче на полосу взлетную. Катать полосу, готовить. Надо полосу готовить, а видимости никакой. Температура может быть сейчас и тепло, где-то градусов 42, вот так, 45. Ну, действительно теплее, ощутимее стало. Но ветер, ох. Восток, вызывает поход. Находимся в 10 километрах от станции. Люди здоровы, техника исправна. Ребята, мы уже близко. Станция стоит на самой макушке ледяного купола Антарктиды. Его высота достигает здесь 3500 метров. Недостаток кислорода человек ощущает, как на вершине Эльбруса. Воздух на востоке в 10 раз суше, чем в центре Сахары, а давление в 2 раза ниже нормы. Первые 3 дня человек не может работать и быстро двигаться. С трудом говорит и связывает мысли. У многих головная боль, рвота. Это меняется кровяное давление, меняется состав крови. Недаром Восток в советское время служил полигоном для космической медицины. Будут ли есть сотрудники антарктической станции «Восток», их 12 человек. Долгой ночью, без отлучки и отсрочки, все с товарищами верными деля. Я живу сегодня в самой крайней точке, там, где в сущности кончается земля. Ты, как флагманское судно, прямо сходу все заторы на пути своем круши, возмещая ледяную непогоду плюсовой температурою души. Надо всем гордиться этим. Это все-таки открытие наших ученых.